ебаная, сука, псевдоструктура РКН. Вы чё, охуели там? Макс свой в жопу себе нахуй запихайте, блядь! И проверните 3 раза! Хуйня, а не приложение! Не умеете вы нахуй ничего разрабатывать! Сделайте, блядь, нормальную альтернативу, потом, сука, людям говно, блядь, впихивайте, уёбки! Сука! Заебали нахуй! Все подряд блокируете! Вы кто, блядь, такие? Кем вы, сука, себя возомнили, блядь? А? Кем? Кто вы, блядь? Вы никто! Люди все! Вы говно, сука! Ну что, ребята, поздравляю, мы официально вернулись в 2005. Короче, 10 августа операторы связи, так называемая большая четверка, якобы попросили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. Мол, они такие бедные и несчастные, им так не хватает денег, а блокировка звонков как раз бы позволила вернуть трафик на обычные звонки, и у них бы появился неплохой такой дополнительный доход. В этом, конечно же, не замешан Роскомнадзор, который отказывался от комментариев в первые 2 дня блокировки. Бац, и звонков в WhatsApp и Telegram нет. 13 августа Роскомнадзор наконец-то прокомментировал эту ситуацию, сказав, что они типа борются с мошенниками. Логика железная. Мошенники звонят по телефону, значит запретим звонки в мессенджерах. Причем, если взять статистику ЦБ за 2024 год, мы увидим, что мошенники почти в половине случаев проводят свои действия через телефонные звонки или СМС. Доля мессенджеров всего 15%. Вообще, когда были только слухи, что заблокируют звонки в мессенджерах, я думал, что это просто очередной вброс. Ну не может же государство дойти до такого маразма. Поверил. Ну и бредятина. Естественно, когда перестали работать звонки, все были в шоке. И самое смешное в этом всем наш любимый мессенджер. Макс. Помните эту кринжовую рекламу, что Макс ловит даже на парковке? Я недавно скачал приложение Макс, и знаете что? Я просто офигел с того, что это приложение ловит даже на военном полигоне. Я 2 часа пытался поймать связь, но словил. Скорее всего, маркетологи слишком рано запустили рекламу, и их изначальный план действий, по моим предположениям, был заблокировать звонки в мессенджерах, а уже потом запускать рекламу, что Макс такой хороший мессенджер, ловит даже в море. Бро, прикинь, Макс ловит даже в море. Но они все перепутали и сделали ровно наоборот. Знаете, это буквально то же самое, что и было с Ютубом, когда его замедлили. Только тогда они ничего не перепутали с рекламой. Серьезно, реклама ВК-видео и YouTube один в один реклама Макса. И тут только лучик надежды дарит депутат Парфенов, который просит вернуть звонки в мессенджерах. Депутат Денис Парфенов направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой сохранить для россиян возможность пользоваться функцией звонков в иностранных мессенджерах. Но обидно, что как и с Ютубом, скорее всего никто уже не собирается разблокировать звонки в мессенджерах. Ютуб замедлили, но его все равно смотрят. На ВК-видео власти, видимо, уже забили и перешли на Макс. Но разблокировать Ютуб никто так и не спешит. Еще были новости от представителей Telegram и WhatsApp. Павел Дуров заявляет, что они борются с мошенниками, приводит статистики. Но главная проблема в этом всем заключается как раз таки в том, что им плевать на мошенников в Телеграме и WhatsApp. Просто, как обычно, Газпром лоббирует свои интересы, как это было уже с тем же самым Ютубом. И если честно, вот это вот заявление операторов, мне кажется, это просто вброс. Скорее всего, дело было так. Газпром просто решил продвинуть свой мессенджер, который, конечно же, честно конкурирует с зарубежными аналогами. Очень важно, чтобы эта платформа победила иностранные мессенджеры в честной конкурентной борьбе, не используя неконкурентных методов. Поверил. Ну и бредятина. И для этого им потребовалось заблокировать звонки в WhatsApp и Telegram, чтобы пользователи Telegram и WhatsApp начали массово переходить в мессенджер Max. В общем, нормальные звонки в WhatsApp и Telegram, скорее всего, больше мы не увидим. Такие дела, народ. Пишите свои мнения в комментариях. А с вами был я, Рики, и не прощаюсь.